Вы знаете, что меня бесит больше всего, сука, во вселенной? Меня бесит, когда ты в интернете, вроде на авторитетных сайтах, на авторитетных YouTube-каналах, видишь какие-то граммовки каких-то рецептов. Ты пытаешься это повторить, тютелька в тютельку, на электронных весах все взвешиваешь, и ни хера не получается. Официально заявляю, что, похоже, 8 из 10 рецептов теста для пельменей, которые есть в интернете, не работают. У вас либо тесто получается, которое, вот тебе нужно пельмешку, да, закрутить. Ты тесто раскатываешь, оно вот так съеживается. Ты такой, его раскатываешь, оно опять вот так съеживается. Либо оно получается слишком толстым, либо оно отслаивается, либо оно рвется. Либо ты пельмешку скрутил, она лопается, из нее вываливается фарш. И так, походу, сука, с 8 из 10 рецептов. Сейчас я покажу рецепт того теста для пельменей, равиольных пельменей, того фарша, который всегда работает. Эти граммовки всегда работают. Напоминаю, что есть специальный отдельный вот этот Инстаграм. Ссылочка будет прямо на граммовке. Запоминать ничего не нужно, просто подпишитесь на эту инсту, и когда захотите повторить все это дело, с точностью до грамма там в описании все повторите. Работаем. Но прежде чем мы начнем готовить, я хотел бы кое-что сказать. Я невероятно удивлен, что иногда в комментариях я вижу вопросы: «Друже, а где Костян? Друже, а вы что, с Костяном поссорились? Друже, а Костян, вы же так снимали, почему теперь...» Народ, вы что, троллите? У Костяна давным-давно есть собственный канал, а живет он во Вьетнаме. Уже много лет подряд он раньше приезжал, уезжал, из-за этой коронавируса я уже его, полгода не видел. Он живет во Вьетнаме. И он снимает кучу видосов, он постоянно снимает на свой канал всякие штуки там про Вьетнам, про кулинарию, готовит. Проходите по ссылочке в описании, это вам вместо спонсора. Просто я удивлен, что кто-то не знает. А то люди такие: вы так много вместе готовили, а сейчас что-то Костяна не видно, что с ним? С ним все зашибись, у него все лучше, чем у всех нас вместе взятых. Он живет в солнечном жарком Вьетнаме и готовит аутентичные вьетнамские блюда и делает обзоры на вьетнамский стритфуд. Удивительно, что вы не подписаны на него. Многие подписаны, но тем не менее. Ссылочка находится в описании. Он в ближайшее время там специи подписчикам раздаст и всякое такое. Проходим, подпишитесь. Либо, если у вас ссылка там как-то не работает, просто на ютубе вводите Костян. Вот первый канал, просто в поиске Костян. Вот первый канал — это Костян. Но для начала я сразу скажу, что если у вас есть только вот такая вот штука, лучше не начинайте делать пельмени. Это не стоит того. То есть, если у вас есть вот такая штуковина, и вы каждую пельмешку, тесто для каждой пельмешки собираетесь вот так раскатывать вот этой вот штуковиной, или там винной бутылкой вместо скалки, чем угодно, не начинайте, это не стоит того. А стоит того, если у вас есть специальная пельменно-лепная машина, которая вот так склеивает, либо старая вот такая вот, Саня, подцепишь картиночку, советская пельменница. Либо, если вы живете в 21 веке, то лучше купите вот такую штуковину, она стоит примерно 1300 рублей. Она может прокатывать супер тонко тесто. Я не рекомендую какую-то конкретную фирму, просто реально вот эта вот штука стоит где-то 1200 рублей. Она вечная, она железная, можно делать лапшу и можно любое тесто супер тонко прокатывать. А я, собственно, и буду использовать ее в качестве типа лайфхака. Потому что, еще раз повторяюсь, скалкой задолбитесь. Следующий, скажем так, крайне прохладненький советик, который вам дадут в интернете, это делать тесто на воде. Я понимаю, что оригинальное пельменное тесто, оно делается, на воде. И пишут типа: добавьте 500 грамм муки и 162,5 грамма воды. Только люди забывают, что ты эту кипяченую воду добавил, замесил, и пока ты месишь, у тебя поверхность высыхает. То есть ты месюкнул, у тебя поверхность там микрон высох, еще раз перемесил, высох. И у тебя там, грамм 40 воды за 5 минут просто уходит. И в итоге я сейчас покажу. У меня еще осталось после экспериментов с этими рецептами, сука, из интернета, у меня остался кусок теста, смотрите. Вот это вот идеальное настоявшееся за ночь тесто по рецептам из интернета. Вроде все правильно, смотрите. Оно как пластилиновое такое, великолепно. Только видите, что происходит? Посмотрите, что происходит. Видите? И ничего, то есть ты сколько масла не добавляй. Дело в том, что оно на воде. Смотрите, я пытаюсь его раскатать. Но как только ты его так чуть растягиваешь, оно начинает лопаться, оно начинает рваться. Поэтому не делайте тесто для пельменей с водой, делайте, с желтками. Почему с желтками? Потому что желтки не так быстро испаряются, и у вас идеально оно раскатывается. Идеально. Да, это не супер оригинальное пельменное, только вода и мука. Вода и мука, край там 2 яйца. Тесто, оно не такое оригинальное, чисто пельменное, оно больше к равиолям. Но получается оно, сука, 10 из 10, в отличие от теста с водой.
Фиг знает, что я сделаю из этого теста, запакую его. Вот. Просто, я знаю, многие скажут, а я делаю пельмени из теста оригинального вот с водой. Удачи, делайте так и дальше, я рад, что у вас все получается. Просто это, видимо, я криворукий. Берем 3 яйца целиком и 7 желтков. То есть, по факту, у вас уходит целая пачка яиц, но у вас из них 3 идут целые яйца, а из остальных 7 вы достаете только желток. Просто берем вот так, сюда один желток. Вот так. Второй желток. Просто вот так я подчекрыживаю, пальцы сжимаю, у меня отваливается белок, остается желток. Еще раз показываю. Беру вот так. Пальцы чуть раздвинуты, вот здесь все вытекает, потом оп, отщипнул белок и сюда желток. Никаких не использую приспособ, чайных ложек, там бутылкой, ничего. Просто берем руками, вот так берем желтки, да вынимаем. Хлобысь, короче, все, желток. Берем и сюда его. Пуньк. Потом заливаем туда примерно 50 мл оливкового масла, либо обычного подсолнечного, если не хотите, чтобы у пельмешек был такой слегка оливковый вкус. Если просто хотите такое достаточно нейтральное тесто, то берите обычное масло. Я возьму оливыч. 50 мл, 50 грамм, типа того. Вот где-то так. 4 столовые ложки или около того. Примерно чайная ложечка соли. Тут уж по вкусу делайте. Ну, чайная совсем-совсем без горки, короче. Перемешиваем в омлетик. И добавляем 500 грамм, полкилограмма муки, постоянно замешивая. И когда я говорю постоянно замешивая, я имею в виду просто берем да замешиваем на самом деле. Сейчас увидите, во что все это дело превратится. Чуть-чуть припыляем стол, чтобы сразу не начинало прилипать. Здесь еще где-то будет 40 грамм муки, то есть в сумме будет где-то 550 грамм или около того. Вываливаем все вот это вот и просто вымешиваем однородный ком. Кто-то, возможно, скажет, что, блин, как много желтков и пельмешки будут желтоватые. То есть в отличие от пельменей, где там одно яйцо идет или вообще даже яйца не идет, есть и такие рецепты. В отличие от этих рецептов, тут пельмешка будет желтоватой. Ну и что? Зато она 100% получится, не будет рваться и тесто будет идеальным. И она будет аппетитно желтенькой. И следующий лайфхак. Вместо того, чтобы замешивать это 50 тысяч лет, просто заворачиваем, и оно само за 10-15 минут разойдется. И, собственно, после этого мы еще раз вымесим. Короче, не нужно постоянно месить. Лучше оно само полежит, и там все это дело разойдется. Время сделает буквально за 15 минут свое дело. Внутрь наших пельмешей можно затолкать все, что угодно. Однако клевым сочетанием, которое нравится практически всем, является говядка и индейка, либо курица. Собственно, это уже готовые фаршицы. На самом деле, чтобы не пачкать мясорубку, покупайте уже готовый фарш. Примерно в каких пропорциях? Ну, например, 300 грамм, это вот на то количество теста, что я сделал, где-то 300 грамм одного фарша, 300 грамм другого фарша, вот так. И столько же, то есть еще 1/3, это луковая каша, то есть 300, 300, 300. Почему луковая каша? Потому что, чтобы пельмешка была внутри такая сочная с бульончиком, нужно, чтобы фарш был достаточно жидкий. Можно ливануть туда просто воды, если вы ненавидите лук, но он должен быть жидковатый, то есть чтобы еле-еле вы могли это вот запаковать. Я, короче, покажу. То есть он не должен течь как вода, но должен быть такой совсем сочный. И вместо воды лучше использовать просто лук, замешанный в блендере. Но опять же, ненавидите лук? Просто добавляйте вместо лука ради сочности обычную воду, она впитается в фарш. Вот такое вот сочное крошево. Сейчас лук даст воду, отдаст свой сок, и вы увидите, насколько будет текучий жидковатый фарш. Понятное дело, чайная ложечка без горки соли и примерно столько же перчика, либо зиры, либо мускатного ореха, чего вы там хотите в своих пельменях. Хоть розмарин с тимьяном. Вы видите, насколько лук уже разжижает фарш, делая его... Видите, какой сочный становится и жиденький фаршет. Идеально бульонненький внутрь пельмехи. Спустя 15 минут, пока мы делали фарш, ну или даже 10 минут, что мы там делали-то, тесто разошлось еще больше. Вымешиваем его еще раз 5 минут.
И еще раз запаковываем еще на 15 минут. Видите, какое оно стало пластичное, хотя мы ничего не делали, оно само расходится от времени. Но иногда нужно все-таки промешивать. А дальше, на самом деле, вы все прекрасно знаете. Берем, прокатываем и вырезаем пельмешки. Какого диаметра вырезать пельмешки? У вас наверняка есть стаканы, рюмки, чашки. Идеального размера получается, если диаметр где-то 5,5 сантиметров. Это где-то высота кредитной карточки. То есть найдите в доме что-нибудь такого диаметра, чтобы пельмеха была не слишком огромной, но и не супер маленькой. Вот это будет, например, великовато, если стаканом вырезать, а вот это идеально. Примерно такой диаметр у крышечек от освежителей для воздуха или от каких-нибудь дезодорантов. Короче, возьмите у своей жены, стырите какой-нибудь флакон чего-нибудь и возьмите вот такого диаметра крышечку, чтобы делать пельмехи. Так, значит... Вот это наше тесто, посмотрите, оно не липнет к рукам, оно быстро не высыхает, потому что оно не на воде, но оно, собственно, божественное по большему счету, и к столу даже особо не прилипает. Делаем колбасочки вот такие, немножечко их катанем, чтобы удобнее было их пропихивать. Я чуть-чуть припылю, но совсем капельку. Нам же еще счекрыживать их надо будет. Вот так. Катанем колбаску. Ну, буквально. Вот так. Все, теперь она отлично пролезет. Получаются такие типа пластины. Ну и, собственно, все. Ксюша мне помогает. Короче, Инстаграм Ксюши, ссылка в описании. Она фотограф, между прочим. Вот. Берем, прокатываем. Сначала самую толстую ставим дырку. Так, где моя ручка? И, собственно, теперь ставим уже достаточно тоненькую. Оп. Ну, вот такая толщина. Для пельменей идеально. Здесь где-то миллиметр или около того. Из озвученного количества теста и фарша получается примерно 120 вот таких вот кругляшков. Ну и буквально немножко обрезочек, еще, наверное, 5 штук из этого получится, или 10 пельмешей. Короче, 120 пельменей из полукилограмма, о чем я вам рассказываю, там же Инстаграм есть в описании, там все граммовки. И да, кстати, в отличие от рецептов теста на воде, вот это ничего не надо ни пленкой закрывать, ничего. На желтках оно практически не высыхает, можно просто вот так класть на стол, и оно будет тут 20 минут лежать, 30, ничего не высохнет, и все равно все отлично слипнется. В отличие от рецептов с водой в тесте. Кружочки все равно немножечко съеживаются, вот так капельку растягиваем. Я предпочитаю заталкивать внутрь достаточно много фарша, потому что я люблю, чтобы пельмеха прям была пельмеха. Я не мастак вот защипывания всего этого вообще ни разу. Поэтому у меня как получается, так получается. Тесто слепляется мгновенно. Ну, дальше закладываем ушки, слепляем их, получается вот такая вот неаккуратная пельмеха. Сейчас 50 раз попробую, будет получаться лучше. Сколько вы внутрь положите фарша, я не знаю. Дело на самом деле ваше. Я кладу достаточно много. Вот. Защипываем. Некоторые люди делают это в одно движение. И я на самом деле, немножко вылезло фарша, на самом деле завидую им черной завистью. И, собственно, ушки слепляем. Получается у нас вот такого размера симпатичные пельмешки. После всех манипуляций, конкретно с этими вот граммовками, у нас получается 120 пельмешей и вот такие вот остатки теста и фарша. То есть настолько мало получается,
расходов лишних, что граммовки эти действительно идеальны для того, чтобы приготовить такое количество пельмешей. Ну и само собой, я, конечно, извиняюсь, мы не суперпрофессионалы в лепке пельменей. Я знаю людей, которые могут сделать это в 50 тысяч раз больше, но тем не менее, вот в 3 руки за 10 минут мы управились. Я думаю, никого не надо учить варить пельмени. В кипящую воду засыпал, но если ледяные, то есть, само собой, в пакет кладем, с мукой перетрясаем и в морозилку хоть на полгода. Это все понятно. Но если вы сразу решили сожрать их или пожарить, то я думаю, что минутчик 8 в кипящей воде они сварятся. У нас все-таки тесто тоненькое, то есть мы специально так сделали, так раскатали, чтобы они были абсолютно одинаковые и чтобы тесто было не дофига. Потому что лично с моей точки зрения, вот я ненавижу, когда пельмени самолепные, ты берешь, и они были раскатаны вручную, и тут немножко больше, тесто там меньше, и в итоге ты в это вареное тесто прожевываешь, а мяса там практически нет. Поэтому много мяса и немного тонкого теста. Мне так кажется, я так думаю, но вы там уже решайте сами. Я добавляю лаврушечки, вот, соль. Пельмешки всплыли, собственно, это значит, что все хорошо. Значит, что еще 5 минут, все будет готово, то есть в целом мы будем варить их минут 8. Кстати, меня прикалывают люди, которые говорят, что вот бульон с пельменей. Если у вас в воде, в которой вы варите пельмени, образовывается какой-то бульон, это значит, что у вас разваливаются просто пельмени. И фарш у вас протекает в воду. Никакого бульона наваристого на пельменях быть не должно. Весь фарш должен оставаться внутри. Дегустация. Это офигенные домашние пельмени. Глаза закатывать не буду, потому что это, блин, просто очень хорошие пельмени. Они не с крабами внутри, они не с черной икрой. Это просто офигенные пельмени. Единственное, что нужно учитывать, что после вкуса остается чуть-чуть оливкового масла. Чуть-чуть, еле-еле на грани сознания. Поэтому, если вы не любите, то есть мне нравится, но если вы не любите, то добавляйте не оливковое масло, а обычное подсолнечное. Ну, чтобы не быть голословным, давайте Саня попробует, например. Так, давайте попробуем. Пахнет пельменем. Вкусные, нежные домашние пельмени. Я даже не чувствую запаха, ой, господи, остаточного вкуса оливкового масла. Меня все устраивает. Ну и вкратце, чтобы вы понимали соотношение мяса и всего остального внутри наших пельменей, оно примерно вот такое. Неплохо. Ссылка на граммовки с точностью до грамма находится в нашем инстаграме, ссылочка находится в описании. С вами был славный дружа Обломов, кушайте много, кушайте вкусно. В принципе, это не стоит того, если делаешь на себя там 50 штук этих пельмешей. Если же собирается 3, 4, 5 человек, все сидят, базарят и лепят, почему бы и нет? Это, знаете, из серии, что чипсы делать дома — это бредовая идея. Ну, типа, фритюр, масло, все дела, тонко нарезать, нафига? Пачка чипсов стоит, блин, 100 рублей. Но, если соберется большая компания и в любом случае сидит и общается, почему бы не заготовить на всех пельмени, и каждый еще 2 мешка пельменей увезет к себе домой. В морозилке будет питаться там полгода. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.